Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и с вами, как всегда, Вадим. И сегодня я вам хочу показать, как приготовить очень вкусный домашний краснодарский соус. Делается все легко и просто, а вкус просто потрясающий. Для этого рецепта нам необходимо подобрать помидоры, но не просто помидоры, а помидоры, чтобы были мясистые и спелые, ни в коем случае не переспевшие. Также для этого рецепта мне понадобятся яблоки. Я выбрал сладкие сорта, это у меня грушевка. И сейчас я помидоры и яблоки порежу на дольки. Порезал я помидоры и яблоки на дольки, извлек я семена из яблок и плодоножки из помидор, и чистый вес у меня составил следующий. Помидоры у меня здесь ровно 3 килограмма, а яблок ровно 1,5 килограмма. И теперь я все это измельчу на мясорубке. Можно этот этап пропустить и просто дольками начать варить. Измельчил я с помощью мясорубки помидоры и измельчил яблоки. Теперь это все соединяем в одной кастрюле и отправляем на огонь и доводим до кипения. Почему я измельчил на мясорубке? Мне так просто удобнее. Будущий соус у меня закипел. Прокипел он у меня ровно 15 минут. И теперь послушайте меня внимательно. Всю эту массу я сейчас измельчу с помощью погружного блендера. И мне вот такой вот вариант больше нравится. Я не хочу процеживать через сито. Но если вы решитесь процеживать все же эту массу через сито, то я все же советую вам пропустить через погружной блендер. Потому что так вам легче будет процеживать через сито. Измельчать эту массу с помощью погружного блендера нужно тщательно. У меня на это ушло ровно 5 минут. Нам надо добиться, чтобы эта масса стала однородной. Вот что у меня получилось после погружного блендера. Вот такая вот масса меня устраивает. И теперь я сюда начинаю добавлять специи. Сейчас я вам покажу, какие. Теперь я сюда добавлю обязательно чеснок. На этот соус уходит 8 зубчиков чеснока или 45 грамм, я уже взвесил. И теперь все это пропускаю я через пресс. Чеснок я измельчил, теперь начинаем добавлять специи. Пол чайной ложки корицы я сюда добавлю, пол чайной ложки мускатного ореха. И теперь я сюда добавлю 1 чайную ложку черного молотого перца. Также я сюда добавлю пол чайной ложки красного молотого перца. Теперь добавляем сюда 1 столовую ложку соли и добавляем сюда 2 столовые ложки сахара. Потом не забудьте попробовать на вкус, и если вам чего-то не хватает, то добавьте. И теперь я все это перемешиваю и отправляем на огонь, доводим до кипения, будьте осторожны, будет сильно булькать. Краснодарский соус у меня кипел ровно 15 минут. Теперь я сюда добавляю 3 столовые ложки 9% уксуса и все хорошенько тщательно перемешаю. 1 минуту дам покипеть и можно разливать по банкам. Банки я тщательно помыл с содой, крышки и банки я простерилизовал, а посуду, которой я пользуюсь, я всегда обдаю кипятком. И теперь заполняем нашим краснодарским соусом банки до самого верха. Накрываем крышки и закручиваем. Если кому-то интересно происхождение краснодарского соуса, очень простое объяснение. Это придумано в советское время как аналог кетчупу. Это было придумано общепитом как импортозамещение. На выходе у меня получилось 3,5 литра кетчупа. Чуть-чуть мне не хватило до 4 литров, но ничего страшного, сегодня поем с пельмешками. Теперь обязательно переворачиваем на крышке и укутываем до полного остывания. Потом убираем в погреб, зимой достаем и наслаждаемся великолепным вкусным краснодарским соусом. Как говорится, готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Не забывайте поддержать мой канал, поставить палец вверх, подписаться, поделиться в социальной сети. Всем пока-пока.